Мелина Репина, и не только она, задает вопрос, чтобы я рассказал подробнее про то, что композиционный центр может быть не один. Мелина, ну смотрите, вот человек, мужчина перед вами. Нет, прохожий идет по улице, незнакомый. На что вы смотрите в первую очередь? Глаза, фигура, может быть, попа, руки. Короче говоря, есть несколько центров композиции. Мужчина смотрит на женщину. Глаза, грудь, причинное место, попа. 4 центра композиции. Как ни крути, глаз все равно между ними гуляют. Даже эксперимент проводили, по-моему, в Англии, где к мозгу или к глазам какие-то датчики приделывались. Показывали слайды человеку. И как человек реагировал. Показывали девушек. И датчики фиксировали центры композиции, на которые человек, мужчина, смотрит. Вот как раз они перечислены. Конечно, у каждого свои приоритеты. Кто-то смотрит сразу в глаза и ни на что не обращает внимания. А кто-то сначала на другие вещи, а потом только в глаза. Мы разные. Но эти центры композиции есть. Так и в каждой картине. Есть главный центр композиции, чуть-чуть послабее, еще послабее. Их может быть несколько. Но вот в человеке 4 я насчитал. И нам нужно выставить приоритеты, когда мы пишем. Что-то очень главное, что-то менее главное, что-то еще менее главное, а что-то совсем вообще условное или вообще его нет. Но это нормально. В еде тоже, вот, например, много блюд, и все равно есть центр композиции. Для кого-то это, я не знаю, четверть, это 2,5 литра. Мутная такая, прозрачная жижа. Для кого-то, я не знаю, оливье. А кто-то любит бутерброды с икрой. Вот все мечутся глазами, все, в общем, оставляют только, я не знаю, хвост селедки. А странно, что праздник, и люди собираются, чтобы поесть. Я никогда не замечал, чтобы люди вот, приходят, например, в дом, они не смотрят на стены, что там вообще на стенах есть, картины, например, да? А у них стол, центр композиции их привлекает. Разговоры, это что же композиция? О чем люди говорят, когда, вот, например, собираются, праздник идет? Вот о чем? Смотрят в телевизор и обсуждают, тот вот так выглядит, а это вообще шлюха, а этот паразит вообще как он растолстел. Вот эти центры, к которым привлекается внимание человека, они показывают, что он из себя стоит. Кстати, тут есть вопрос. Харитон Купрашвили. Извините за такой вопрос. Как у вас получается рисовать, исходя из того, что происходит в Украине? Чем кормишь свой мозг, то и начинает преобладать в человеке. Это я к тому, что много информации из Украины и не слушать, и не смотреть не получается лично у меня. Поэтому интересен чужой опыт. Тут мне много на эту тему пишут, как вообще я в курсе вообще или нет. Хочу всех успокоить, что я сильно в курсе. И вся моя жизнь, я хочу показать, что человек создан не для агрессии, всей своей жизнью, всей своей работой, всем тем, что я делаю. Он не создан для того, чтобы ненавидеть, убивать кого-то. Он создан для того, чтобы дружить, любить друг друга. И то, что вы видите на экране, что-то я показываю, разговариваю с вами, на выставках моих, это о том, что можно жить по-другому. Мне не изменить того, что происходит в Украине или в Уганде или где-то еще. 5000 войн за 2000 лет. Они идут постоянно. Я не в силах изменить. Себя я в силах изменить. Это наша задача каждого. И показать, что можно жить по-другому, это главное, не агрессивно. Сюда в нашу палату и приходят такие же. Если кто-то показывает какую-то не самую лучшую свою сторону, то он долго здесь не задерживается. Если ты понимаешь, что ты рожден из любви и для любви, то к тебе будет притягиваться это в большей и большей степени. Ирина Немова. Слава смотреть и видеть, как вы ходите по музею, как увидеть главное. Как я хожу по музею, есть плейлист у меня, выставки художников, и я с камеры показываю, как я смотрю. Куда я смотрю и сколько. Смотрю на самом деле больше. Все-таки экранное время не позволяет слишком долго
наводить камеру на один участок и смотреть. Но о том, как художник видит, я буду делать отдельный урок, отдельную передачу. Это такая глобальная тема. Мы все, конечно, по-разному смотрим, это понятно. Если кому-то интересно мое видение, я посвящу этому отдельный эфир, очень такой серьезный, с примерами, с разборами работ, на которые я смотрю. Главное же показать, как ты смотришь. Вот это самое важное, потому что от того, как человек видит, то он и напишет. Видение – это основа, от которой художник отталкивается и включаются все центры. Сформированное видение помогает конструировать, изобретать новую работу. Ведь она рождается вот сейчас, ты же не знаешь, что будет. Но многолетняя насмотренность, сформированное видение помогает тебе в экспериментах, помогают отсечь лишнее, ненужное, выделить главное, вести работу так, чтобы в каждый момент она была закончена. Генрих Северин. Мне понравилось ваше творчество разнообразием. Вы не повторили ни один этюд, ни одну картину. От композиции до колорита все картины ваши разные. Я посмотрел цветочные натюрморты, тут имя художника, фамилия. Обилие удивило меня, как удивило и однообразие. Ну а чего удивляться однообразию? Из этого надо выскочить, с этого жирного нужно соскочить. Интересно, но мы же одеваем разную одежду, как я все время, вот эту черную, темно-синюю. Ну, разную же одеваем. Мы разную еду предпочитаем есть утром, в обед и вечером. Нельзя же есть, например, любишь гречку утром, в обед и вечером, и так 10 лет, больше ничего. Ну, разнообразие лучше, хотя бы перловку приготовить, что ли, менять их, чередовать. Одежду, еду, украшения, кулончики, брюлики, мы же тоже меняем. Тем удивительнее, что художник пишет однообразно. Как это можно, я не представляю. Наоборот, приветствуются разные решения в живописи, в натюрморте, ну, в творчестве, в любом. Это же естественно. Ездить в разные страны было естественно. Мы смотрели, любовались разными пейзажами, черпали из них вдохновение, писали новые и новые картины, общались с людьми, пили разное вино, купались в разных морях. Это же естественно для человека, новые впечатления. И картины должны быть разные. Фешин говорил, что пишите так, чтобы каждая ваша картина новая не была похожа на предыдущую. Не забывайте, пожалуйста, каждый раз ставить лайки, писать комментарии и вопросы. Мы с вами хорошо знаем и понимаем, что один натюрморт – шедевр, другой нет. И как он написан – это все-таки второе. Первое – как он поставлен. 52-й урок в моей онлайн-школе живописи именно о том, как поставить натюрморт, на что обращать внимание, какие подобрать предметы, какие выбрать между ними расстояния, как это написать, на что обращать внимание, когда ты пишешь, где горизонт. Это теоретическая база на основе большого количества примеров с детальным разбором, чтобы понять, как поставить, как написать, нужна ли ткань, не нужна ли ткань, какой задний план или вообще без заднего плана. Вопросов очень много. Урок объемный на 50 минут, и это базисный, фундаментальный урок для тех, кто стремится к совершенству в живописи. 52-й урок. Композиция в натюрморте.